Уолтер Мэтьюс, пожилой магнат и владелец сети гостиниц, однажды оказался в отделении интенсивной терапии элитного госпиталя в Цюрихе. Диагноз врачей — обширный инсульт. Родным сообщили, что пациент в глубокой коме, но Уолтер все слышал. Он не мог ни говорить, ни двигаться, но его сознание оставалось ясным. Он решил никому не раскрывать, что находится в сознании. Ему нужно было увидеть истинные лица тех, кто его окружал. Сначала в палату зашел его старший сын, Джонатан. Следом появилась младшая дочь, Виктория. Вместо беспокойства и теплых слов дети заговорили о деньгах. Они рассуждали о том, как поделят между собой сеть отелей, банковские счета и виллы в разных странах. Ни одного слова об отце, как о человеке. Только сухой расчет и жадность. Он лежал в полной тишине, словно мертвый, но внутри бушевал гнев. Всю жизнь он жил ради семьи, ради этого работал, строил империю, жертвовал собой. Но все оказалось иллюзией. Прошло несколько дней. Медицинский персонал менялся, кто-то входил, кто-то выходил. Большинство — равнодушные лица, четко выполняющие свои обязанности. Но однажды в палату вошла молодая медсестра, Элиза. Она всегда задерживалась дольше остальных, перестилала постель с особым вниманием. Меняла капельницы мягко, стараясь не причинить лишней боли. И однажды, думая, что он ничего не слышит, просто заговорила. Без натянутой вежливости, без притворства. Элиза рассказала, как однажды его фонд профинансировал строительство клиники в маленьком швейцарском городке. Там лечилась ее мать, и именно это спасло ей жизнь. Она не просила ничего, просто поделилась благодарностью. Это было первым теплым и настоящим моментом за все время его пребывания в госпитале. И в этот момент внутри Уолтера что-то изменилось. Его пальцы дрогнули. Затем он медленно открыл глаза. Он вернулся. После восстановления он принял твердое решение. Дети больше не получат ни цента. Все свое состояние он передал в благотворительные организации, которые помогают строить клиники, школы и приюты по всему миру. Джонатан и Виктория были в ярости, но он не стал их слушать. Он больше не был тем, кем они привыкли его видеть. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Уолтера? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.